Приветствую вас! Сегодня мы разберем, на мой взгляд, важную тему, которая вытекает из практики. И здесь я фундаментально выделяю три причины, благодаря которым, в кавычках, вы не худеете и не похудеете. Или если вам нужно набрать вес, в принципе, это и туда проецируется, не получите результат. Итак, меня зовут Сергей, я занимаюсь вопросами питания, фитнеса, коррекции веса, фигуры и в целом о здоровом образе жизни. Я независимый партнер компании Herbalife Nutrition. Более подробно о продуктах в плейлистах. Мы начинаем. Когда ко мне обращаются новые люди, я всегда им задаю один и тот же вопрос. Насколько вы по 10-бальной шкале готовы сейчас поменяться? И вот здесь человек задумывается. Первая причина – это желание. Насколько вы хотите что-то поменять? Вот сейчас напишите в комментариях от 1 до 10, насколько вы готовы что-то изменить в себе, в самочувствии, здоровье, в весе, набрать, снизить вес. Напишите, не поленитесь, поставьте цифру, проявите активность. А если еще больше вас попрошу, поставьте авансом лайк этому видео, ну и подписываться по вашему желанию. Я не заставляю никого, не принуждаю. Итак, желание. Желание – это очень важная тема, пункт, на который нужно вам лично обратить внимание. Сесть и подумать, насколько я хочу что-то поменять. И почему дальше никуда не двигается? Так вот просто потому, что вы не понимаете, или не вы, возможно, вы смотрите для кого-то это видео, тот человек не понимает, зачем ему что-то менять. Ну вот я же живу, все нормально, руки, ноги, голова на месте. Я хожу на работу, что-то там делаю. Я привыкла к этому состоянию организма. Зачем мне что-то менять? Но здесь на помощь может прийти вам доктор, который скоро или, возможно, уже вам сказал: у вас такие-то, такие-то отклонения от нормы, у вас уже диагнозы появляются. А если вы в силах самостоятельно, как-то объективно, у вас какой-то есть, ну, возможно, уже триггер где-то, что-то вы уже замечаете, какие-то изменения в себе, внешне, возможно, проявляется это как-то. Это может быть суставы, это могут быть какие-то проблемы сердечно-сосудистой системы, повышенное давление, головные боли, некачественная работа желудочно-кишечного тракта и многие-многие другие такие вещи, как, может, выпадение волос, ногти и так далее, и так далее. Вот это все косвенное, и вы уже замечаете это. Это такие триггеры, которые вам будут, ну, скажем, вас подталкивать, ну, задуматься над желанием что-то менять. Потому что в противном случае, если этого не делать, что произойдет? Ну, произойдет негативный, да, сценарий. Я думаю, здесь очевидно, и здравый человек понимает, ну, на голову, да, здравый, что будет, если ничего не делать, а ситуация, она только усугубится. Волшебства не существует. Мы не в волшебном мире живем, не произойдет чудо. Да? Если есть проблемы, например, с давлением, оно не нормализуется само собой, если не сделать ряд каких-то изменений. Вот этот момент, косвенный врач, да, может быть знакомый, который вас натыкает носом, например, что пора, да, что-то делать, и побудит вас на желание, то есть желание меняться. То есть это точка кипения такая, да, вот когда она 10 баллов из 10 будет, вот, возможно, вам некомфортно в этом весе, возможно, какие-то другие еще есть у вас проблемы, и нельзя уже так жить, да, вот, вы должны сами определить, это на сколько баллов сейчас, 5 там, или 10, или 7, ну или пока 3, и нормально еще, я пока так поживу. Это лично ваш выбор, я никого не заставляю. Но с этого нужно начать. Вот отсутствие желания – это все. Если не будет желания, тут никто вам не поможет, ни супер золотые продукты или волшебные продукты, кто как хочет называет. Какая-то диета там суперэффективная, она не поможет, не получится ничего. Нужно исходить из желания. Ну, желание равно цель, в принципе, да, что хочется в результате получить, какой цели достигнуть. Если вот чувствуете, что как-то хочется что-то поменять, но конкретно пока не представляется, да, как это сделать, это уже другой момент. Здесь уже я вас маленько в третий пункт, да, в третью причину перекину. Здесь, ну, мы разберем это еще, и вы уже просто поймете, куда нужно смотреть. Да. Возможно, у вас есть вопрос какой-то, почему вот
не начинаете. Это и с желанием связано, и косвенно подтягиваются какие-то другие вопросы еще. Разобрались с желанием. Второй причиной я выделяю это отсутствие знаний. Вот мы решили, желание возникло, но мы не знаем, как это сделать. Точнее, знаем, у нас есть диета, да, всем знакомое слово. Кто-то мне пишет, да просто нужно меньше есть. Ну, они выражаются грубее, но я скажу так, меньше есть. Здесь я тоже не соглашусь. Мало есть, можно набрать вес. Много есть, можно тоже набрать вес. Вот где-то самая золотая середина. Та самая золотая середина – это сбалансированное питание. А сбалансированное питание – это что? Вопрос, да, выходит из этого. Но здесь комплекс. Это тема для отдельного видео. И здесь я не скажу в двух словах, да, это не конкретно продукты сбалансированного питания, хотя они это основа. Потому что как мы еще можем сбалансировать рацион, и точнее быть уверены, что он сбалансирован, если мы не используем готовые сбалансированные продукты питания, над которыми ученые поработали, подумали и сделали их таковыми. Понятно. Вопрос у нас в отсутствии знаний. Это все. Как выстроить режим, да? Как нормализовать текущие изменения, как подключить физическую активность, а надо ли ее подключать, как выстроить режим вообще, как выстроить водный режим, сколько того есть, сколько другого есть. Да? Проще не есть. Да? Ну, проще не есть у многих в голове, но это же не выход. Вы пробовали, многие сидели на диетах, не ели, не пили, но результат-то так и не получили. Первое, почему не получили? Да просто потому, что не было сильного желания его как-то получать. Второе, отсутствие знания. Как правило, если у человека есть желание, он ищет способы, кроме как диеты. Если он понимает, что диета это не рабочий инструмент, он ищет другие варианты. И способов на самом деле много. Какие-то быстро ведут к результату, какие-то нет. Какие-то ведут к не очень таким сильным изменениям, какие-то к серьезным, таким, какие и нужны вам, какие-то с последствиями, а какие-то без последствий. И прекрасное самочувствие в результате еще к тому же получается. Как вот это все сделать? Это как раз-таки отсутствие знаний. Это кажется на первый взгляд, что легко вот так вот взять и похудеть или набрать вес. Но если вы пробовали, то вы наверняка знаете, что это нелегко, и у вас возникает вопрос, как то, как это. Я не придумываю, я это из практики вам говорю. Люди пишут мне, и незнакомые люди пишут, и клиенты задают вопросы, как, а как это, а сколько это, а можно ли то, а можно ли сё. Если бы знали, и как это делается, наверняка вы бы уже достигли результата. Третья причина я выделяю поддержка. Поддержка очень важна на этапе достижения результата и сохранения этого результата. Если с первыми двумя мы как-то, возможно, и решили самостоятельно, и да, у некоторых людей, у части людей есть знания, как это делать, но почему-то по непонятным каким-то другим обстоятельствам не получается у нас и получить такой результат, который нужно получить, и закрепить его. Все элементарно, потому что вы одни. Нет поддержки, нет объективного взгляда со стороны, нет грамотного советчика, который бы вам порекомендовал. Часто слышу, я и так все знаю, я и так смогу. Да? Если вы тоже все знаете, так почему за отражение в зеркале вам говорит обратное? И вот здесь именно поддержка консультанта, того человека, который бы с вами занимался, она, возможно, даже перевешивает все остальное. Вот даже если у человека нет особого желания на 10 баллов, да, но как-то хочется что-то бы поменять, то вот когда появляется тот человек, который берет этого клиента, скажем, в разработку, занимается с ним и обучает его, да, отвечая на вопрос, как отсутствие знаний, знания появляются, здесь и мотивация появляется и так далее. Все, что требуется от этого человека, это давать обратную связь, быть на связи и все. И все будет работать, и результат будет, и поддержка будет, и все плюсы, которые вам хочется получить, они будут. Если мы не имеем поддержки,
Ну, соответственно, результат вы знаете какой. Когда мы берем во внимание все три вот эти причины, да, складываем их и понимаем, что нужно работать с первой причиной, работать со второй причиной и с третьей причиной. Со второй причиной можете тратить время самостоятельно, изучать что-то, читать в интернете, но понимаете, что одна информация будет перекрывать другую, противоречить ей. И здесь вы ее даже применить не сможете в принципе. Или сможете, но она для вас будет неправильно работать. И работая с третьей причиной, также вы в принципе будете закрывать все. Если это будет человек не просто какой-то там ваш партнер, да, по жизни, а тот человек, который еще и разбирается в питании, разбирается в фитнесе, там разбирается еще в каких-то моментах, которые нужны для этого, вам будет легче и вам будет проще и комфортнее, прежде всего, получить те изменения, которые вам хочется получить. Мои контакты в описании. Увидимся в следующих видео. Всем пока!